Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Рыболовные снасти и рыболовные мережи». Сегодня мы с вами разберем такой момент, как, к примеру, на любительские мережи изготовить каркасы. Изготовить непосредственно каркасы, да, скажем, четырехугольный или прямоугольный. И плюс непосредственно в этом моменте, да, есть такие вещи, скажем, люди ими пользуются. Это, скажем, каркасы разборные каркасы. И тем самым их можно достать и более укомплектовать, скажем, ту же мережу, больше сложить, да, менее громоздкая. Для этого как бы используются непосредственно трубки. Именно уже трубка используется, да. Используется трубка каким-то диаметр, да. Ну, на примере я просто тут небольшие трубочки, да, скажем, небольшие трубочки, скажем, небольшое расстояние. Также можно сделать это непосредственно метровые, да, метр на метр, к примеру, да. И уже непосредственно их каркасы эти сделать. Используются трубки, делаются вот такие уголки, да, уголки с какой-то штанги, или также у меня вот они сделаны с этой же проволоки, оцинкованной проволоки, да, или какая-то штанга. То есть непосредственно эти уголки вставляется трубка, да, с одних сторон она непосредственно также клепается, скажем, клепается с одних сторон, а с других непосредственно делается дырка и ставится уже, скажем, если вам она нужна разборная, ставится этот момент на шплинт. То есть вы ее уже шплинтуете. Да, скажем, вот такие уголки. Здесь сверлятся дырки, да, непосредственно. Одна сторона, скажем, непосредственно, да, уже делается, ставится на клепку, а другая сторона непосредственно уже, то есть просто под шплинт отставляете, и тем самым вы можете уже непосредственно с провязов, те, что провязы есть, да, с провязов достать непосредственно эту конструкцию, уже эти, скажем, каркас этот, да, под мережу, и спокойно укомплектовать, кому есть в этом необходимость, скажем. Ну, вот так вот, уголочки, да, и непосредственно уже я вам покажу, как это будет выглядеть. То есть заклепаю уже, то, что сверлить вы там видели, знаете, как клепку ставить. Просто покажу уже готовое изделие. Потому что в некоторых конструкциях, даже непосредственно небольших мереж, это зависит от той породы рыбы, которую планируете ловить, да, там непосредственно существуют другие конструкции изготовления проходов. Изготовление проходов там совершенно по-другому. Если здесь идет проходы, как правило, в стандартных, ну, скажем, стандартов-то нету, но как в мережах, да, или в винтирях идет непосредственно горловины, да, горловины. Здесь есть модификация мереж, да, для лучшей ловли рыбы. Есть немножко по-другому делаются эти проходы. В дальнейшем, да, мы покажем вам видео, непосредственно уже, вот, скажем, на таких, на прямоугольных. И для этих целей уже, скажем, круги не подходят. То есть круги неэффективны, а их уже не ставишь круги, а необходимо сделать уже квадрат или прямоугольник, чтобы сделать другую конструкцию мережи, да, на вылов рыбы той или иной породы, которая необходима. То есть конструкций очень много, пород рыбы то же самое, очень много. Да, ну уже потом покажу вам уже непосредственно готовый этот каркас, как будет выглядеть. Ну, я буду ставить его на клепку, полностью на клепку, да. Здесь хватит вполне с каждого края по клепке. То есть 8 клепок. 8 клепок поставлю, я ее не буду делать разборную, да, скажем так. Она будет целиковая, потому что она нет необходимости, она не громоздкая, небольшая, будет там всего 50 сантиметров. На видео потом продемонстрируем вам данные конструкции, как они выглядят, как они вообще выглядят. Ну и как будут использоваться, тоже будут видео. Да, в прошлых видео по мережам на канале вы видели, там представлены были именно
обручи, круги, да, непосредственно обручи. Сейчас это уже вот такая конструкция, прямоугольник, да, четырехугольник, скажем так, без разницы, как он будет. Да, заклепано со всех сторон непосредственно. И уже вот такой каркас. Применение такого каркаса, как я вам уже говорил, некоторые предпочитают их, заказывают разборные. Но более высокие конструкции, скажем, там метровые, если необходимость кому метровые, кто-то заказывает их даже разборные. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего дня и удачи! Да, в прошлых видео по мережам на канале вы видели, там представлены были именно обручи, круги, да, непосредственно обручи. Сейчас это уже вот такая конструкция, прямоугольник, да, четырехугольник, скажем так, без разницы, как он будет. Да, заклепано со всех сторон непосредственно. И уже вот такой каркас. Применение такого каркаса, как я вам уже говорил, некоторые предпочитают их, заказывают разборные. Но более высокие конструкции, скажем, там метровые, если необходимость кому метровые, кто-то заказывает их даже разборные. Все, спасибо за внимание. Всем хорошего дня и удачи!